Так, вот такой нам дали Мерседес в прокат. Сказали, доплатите 100 евро. И поедете на Мерседесе. Вообще новый. 23-го года, пробег 15 километров. Но я думаю, что он получше Toyota, которая у нас была. Даже интересно, что тут до кого. О! Алло. Отлично. Вот это тут. Садимся. Так, ну вот такая машина. Сейчас нужно будет разобраться с управлением. Вот, кстати, мы даже можно навигацию поставить. И едем. О, шторка на крыше, наконец-то. Я хотел закрыть вот этот люк. Молодец, Даша разобралась. Что здесь очень прикольно, это вот управление круиз-контролем. Можно вот так сразу раз увеличить, сразу плюс 10, вот еще плюс 10. И он тебе сразу, соответственно, он еще читает знаки. И он видит, что 130, значит все, можно круиз-контроль на 130 ставить. Прям очень удобно. И вот очень классно он реагирует на машины, которые впереди, он автоматически притормаживает. Тоже очень хороший. Красивые пейзажи такие. Да, кстати, машина это гибрид, а у нее, я так понял, что здесь батарея стоит. Там показывает заряд батареи, насколько хватает. И ее также можно, я видел, провода есть, можно заряжать. Подъезжаем к пункту оплаты, вот он прям сам подтормаживает. Пока дорога вот такого плана, поля, леса, везде все чисто. Вот там стоят ветряные электростанции. Мы остановились на заправке. Такая хорошая заправка, отличные туалеты. Есть вот такой вот типа кофейни здесь такой, тут можно самому делать кофе. Супермаркет такой небольшой, с дорогими ценами. Мы там прикупили чипсиков, все остальное. Есть такой вот еще ресторанчик. Вот здесь как бы не дешево здесь так вообще. Вот багетики всякие по 10 евро. Значит, вот такая пачка сигарет стоит 15 евро. Camel. Да, Франция, конечно, страна такая. Цены такие прям подкусываются. Так, ну мы дальше сейчас уже поедем. Вон там наш гибрид стоит. Погода, как видите, нам не очень хорошо везет. Вот у него прикольно, он сам начинает приподтормаживать. Вот он идет с такой скоростью, я ничего сейчас не делаю. Вот раз, оба, он просто видит ее, машину. И уже это, сбавляет сам скорость. Да, и навигация очень такая, в моментах прям толковая. Ну, как бы все равно она уступает Google 100%. По дороге налево в направлении А4. Но тоже достойная местная навигация. Вот мы заселились, значит, в отель. Такой достаточно такой классический номер. Прямо в самом центре Люксембурга. Были, конечно, трудности с парковкой. Кстати, кровати очень мягкие. И прям такая у них здесь дорогая сантехника. Вот унитаз Валероен Бох. Вроде кажется так все простенько. На самом деле все очень качественно. Вот тут написано такие цены. Сколько стоит. Но на самом деле как бы за 150 долларов. Вот 150 долларов стоит такой номер. В Люксембурге. Итак, друзья, мы в Люксембурге. Что хочу сказать. Дорога прошла хорошо, но я столкнулся все-таки с европейским сервисом. Европейский сервис, к сожалению, вот что в отелях, что еще где-то, как будто я там кому-то что-то должен. В Азии такого нет. В Азии у тебя сервис такой, настолько классный такой, ну просто классный сервис. Здесь с сервисом есть проблемы. И они такие прям, я вот сколько раз вижу, они видны. Просто простой пример. И мы подъехали.
Я паркуюсь, места нет около отеля, потому что отель вот в центре, видите, тут вообще не припаркуешься. Нету места, я встал там, где парковаться запрещено, я спрашиваю, там можно стоять? Она говорит, нет, идите поищи парковку. А потом она просто Даше говорит, Даш, ну, не Даша, ну, короче, она говорит, а у нас, оказывается, парковка есть, там, можно у нас в отеле тут что-то месте найти. Ну, что это такое? Ну, что такое? А я, конечно, тут поехал, как бы в запаре начал искать. Ну, хорошо, нашел парковку, буквально в 5 минутах от отеля запарковался. В Люксембурге. В центре города парковаться вообще как бы невозможно. Везде нужно искать место для парковки. Вот такая здесь площадь в центре Люксембурга. Но мы идем смотреть город. Мы тут посмотрим. Он тут маленький, особо как бы смотреть мало чего, но тоже интересно посмотреть. Что здесь ты говоришь? Сколько тут языков? 3? 3 языка: люксембургский, французский, немецкий. Вот. 3 языка. Ну вот такой вот маленький город, сразу видно. Много общественного транспорта ходит. Такие пешеходные дорожки и велосипедные. Тут, конечно, об этом заботятся, сразу видно. Такой красивый Люксембург. Да, и прям прохладно. 9 градусов. Вот такой апрель. Уже 20, сегодня 5 апреля. Да, и чистота везде, конечно, чистота идеальная. Собор Люксембургской Богоматери. Мы тут особо не будем ходить по достопримечательности. Не так много они тут есть, но вот я думаю, так немножко буду вам показывать. Вы скажете, что уже надоел со своими достопримечательностями. Красиво. Ну, такая Европа прям. Чистота. Красивый парк такой внизу. Красивые европейские мосты. Пешеходные улочки, но что-то туристов немного. Ну, потому что здесь, наверное, все-таки холодно. Прям прохладно все-таки. 9 градусов, это в Париже потеплее. Что-то наподобие местного променада. Пешеходные улочки. После Парижа Люксембург кажется просто каким-то заброшенным городом, пустынным. Туристы есть, но прям немного. Вот прям в центре города. Он такой центр просто небольшой. Разные кафешки, ресторанчики. Вот весь и центр. Вот тут можно обойти минут за 20, за 30. А такой обычный провинциальный городишко. Европейский. Lequel? Я обратил внимание, есть очень много пекарен. Вот там вот пекарня Фишер, тоже немецкая. Вот это Хоффман, тоже пекарни. Пекарни делают хлеб. И хлеб 100% вкусный. Очень много здесь вот в Люксембурге. И вот по просьбе Дарьи мы пришли в индийский ресторан. Масала. Лэмп, короче, баран с масалой. Острый, потом этот нан.
хлеб с чесноком. И вот такой суп, типа чечевичного. Так что это индейцев здесь много. Да. Индусов, да. Итак, небольшой экскурс о Люксембурге. 600 с небольшим тысяч тут проживает. Практически половина это местные жители, остальные это иммигранты. По уровню доходов это одна из самых богатых стран мира. Я посмотрел в Википедии, там написано, что здесь порядка 1000 инвестиционных фондов присутствует, потому что здесь офшорная зона. И также здесь порядка 200 банков. По концентрации банков, это самая большая концентрация банков в мире здесь. Вот такой вот Люксембург. Небольшое такое княжество. Такой город маленький. Вот еще немного красивых дворов Люксембурга. Как видите, такси Тесла. В богатом городе такси Тесла. Ну а мы возвращаемся в отель. Все, уже сил нет. Хочется отдыхать завтра и ехать в Бельгию. Вот там наш отель. Еще воздух здесь очень чистый, друзья. Очень чистый воздух. Вот смотрите, интересно, такие вот пакетики можно здесь просто так брать. Вот около мусорки. Такие пакетики. Такой уровень, конечно. Друзья, мы уезжаем из Люксембурга. Интересный город. Вот даже пошла за хлебом в немецкую пекарню, так называемую. Ну, может, она не немецкая, она люксембургская, но там название по-немецки. Прохладно. Ночью было 0, мы немножко в отеле даже приподзамерзли. А сейчас мы отправляемся в Брюгге. Такая пекарня с хлебом. Говорит, не снимай меня. Не надо. Ой, пахнет вкусно, но на этих булочках можно быстро набрать килограммы. Вот такой Люксембург. Небольшой, чистый. Видно, что богатый и дорогой. Да что, разозлилась? А что ты купила? Багет? Багет. Сколько стоит такой багетик? Евро 90. Вот. Кстати, недорого. Так, мы идем на парковку. У нас парковка 5 минут от отеля. Сейчас скатим туда чемоданы, потому что у отеля припарковаться невозможно. В отеле было написано, что есть парковка. Но вначале, видишь, она не сказала. Что пришлось искать подальше. Ну ничего, тут идти буквально 5 минут до нее. Прямо вон там уже будет поворот. Ну, в Европе, в центральных частях городов всегда с парковками очень плохо. Нет места, что, маленькие улочки. Все отдали велосипедистам. Ну, оно и правильно. Тут, кстати, воздух такой чистый. Вот, что мне нравится вообще, в Париже такой уже более загрязненный. Мне вообще Люксембург напоминает Швейцарию. Ну да, кстати, чем-то Женеву напоминает, да. Ну, Женева, конечно, побольше. Ну, конечно. Да, и обратите внимание, очень много общественного транспорта. Прям много. Вот такие автобусы, тут трамваи. И велосипедисты. Парковка, такое большое здание. Сейчас мы оплатим. Сколько, интересно, будет стоить? 13 евро стоила парковка. Парковка стоила 13 евро. Все, сейчас забираем карточку. Ну и вот для понимания, все-таки европейские дороги, вот даже небольшой этот Люксембург, и тут такие магистрали все, вот несколько их прям здесь его пересекает. В этом вопросе транспортная здесь доступность очень удобная в Европе. Посвящу разговору о дефолте Америки. Какая у него вероятность, как это может выглядеть и что будет, если дефолт Америки произойдет. Давайте, наверное, тогда уже начнем.